Здравствуйте, мои дорогие девы! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на своем канале «Таро и любовь». Предлагаю вам посмотреть ваш гороскоп на 2022 год. Расклад называется «12 домов». Каждый дом в жизни человека отвечает за какую-то сферу жизни. Вот мы и посмотрим, какие судьбоносные события вас ожидают в следующем году. Здесь применяются смешанные техники астрологии и Таро. Под каждой картой стоит номер ее дома. Для начала посмотрим общую картину расклада. У вас выпали 3 карты старшего аркана. Это значит, что в тех домах, где выпали эти карты, в течение года произойдут значимые события для вас. Это дом работы, дом друзей и дом тайн. Больше всего выпало масти пентаклей. Пентакли соответствуют элементу земля. Пентакли представляют тело, физические испытания, практические умения и прикладные таланты, знания и мастерство, конкретный материальный образ жизни и окружающую обстановку. Пентакли в вас выражаются и присутствуют в вашем отношении к работе, коллективу, уверенности в себе и надежности. Масть Пентаклей олицетворяет финансовые и материальные богатства. Выпало 3 карты посоха. Они указывают, что вы будете проявлять волю, жизненную энергию, жизнестойкость и страсть, творческие силы, трудоспособность и рост. Мир посохов – это мир решений и действий, активное участие, реализация и сила. Посохи задействованы в предприятиях, помогают найти выход, приобрести уверенность в себе, воодушевляет и помогает добиться успеха. Посохи представляют дела, выполнение которых приносит жизнерадостность и моральное удовлетворение. Это может касаться работы, дружеских отношений, связи с родственниками и так далее. Это вам поможет развить в себе уверенность, быть невозмутимым и правдивым. 2 карты кубков. Мир чаш – это мир ощущений, чувств, настроений, желаний, предчувствий, фантазии, интуиции. Это масть внутреннего восприятия и внутреннего знания, смысл и значение, радость и огорчение, утраты и исполнение. Кубки указывают на то, что у вас будет много желаний плыть по течению, быть чувственным, отзывчивым, действовать вопреки логике, больше полагаться на свою интуицию. Это ваше желание любить и быть любимым, ваша повышенная сексуальность. Совсем не выпала масти мечей. Мечи соответствуют элементу воздух. Они представляют душу, духовную энергию, наблюдательность, сознание, знание, интеллект, науку. Мечи – это идеи, порядок и структура, критическое восприятие мира, оригинальность, освобождение, учебный процесс и ясность. Это может говорить о вашей уязвимости, неуверенности в принятии решений, действия вопреки логике и рассудительности. Теперь давайте перейдем к рассмотрению домов. Итак, первый дом. Первый дом отвечает за ваше принятие решений. Как вы будете действовать, ваша физическая форма и как вас воспринимают окружающие. Здесь выпал туз кубков. Вас окружающие люди будут воспринимать как доброжелательного, отзывчивого человека, который умеет сопереживать и помочь. Вы сами будете стремиться к сознанию любви и самораскрытию. Будет желание быть счастливым и любимым. Эмоции будут бить через край. Вы будете манкем для противоположного пола. Внимание вам обеспечено. Ваши действия в основном будут происходить, исходя из чувств, интуиции. Вас будут воспринимать как открытого человека, с которым легко контактировать. Туз кубков указывает на величайший шанс, который перед вами открывает судьба. Это шанс исполнения ваших желаний, ваших ожиданий, ожидания исполнения того, что мы тайно желаем для себя самих. Туз кубков означает любовь, перемены в самом широком смысле. В смысле вашего отношения к кому-то или кого-то к вам. Иногда он говорит о везении, удаче. Так воспринимайте же этот шанс с благодарностью и приложите максимум усилий для реализации его на деле. Второй дом отвечает за ваши деньги в кошельке и все движимое имущество. Все ваши доходы и расходы. Выпала карта пятерка пентаклей. Это означает, что ваши расходы будут превышать над вашими доходами. Если все останется как есть, то вам будет сложно сводить дебет с кредитом. Давайте посмотрим, из какой области вероятны траты. Это траты возможны и через автомобиль и его обслуживание. Траты на развлечения в любых проявлениях. Вынужденные траты, штрафы, покупка бесполезных и ненужных вещей. Денег может не хватать, потому что была куплена недвижимость и взята ипотека. Мы сейчас смотрим 2, 4,
8. Это сценарий, когда у вас свой бизнес и куплено больше товара, чем вы можете реализовать, и под это взят кредит. А теперь давайте посмотрим, как возможно улучшить ваше материальное состояние. Доход от любого вида недвижимости и земли. Сдача в аренду. Любой бизнес, связанный с домом и строительством. Помощь со стороны партнера как в личной жизни, так и партнера по бизнесу. Бизнес, связанный с путешествиями. Импорт-экспорт, школа иностранных языков, покупка или продажа импортного или за границу, смена работы на более лучшую, сделать карьеру, продвижение по карьерной лестнице, фриланс в сфере IT, соцсети, интернет-магазин, трейдинг, биржа и запрещенный нелегальный бизнес, а также подделка брендов. Логистика, транспортные услуги, все услуги, связанные с документами, включая все виды бухгалтерии. Копирайт, розничная торговля, все, что связано со связью. Я вам перечислила, где вы можете дополнительно заработать. Но по карте пятерка пентаклей миллионов вы не заработаете. А вот в минусе или на пределе своих возможностей избежать есть шанс. Переходим к третьему дому. Общение, новости, неприятные вести, братья или сестры. Здесь выпала десятка посохов. Траты, связанные с машиной, я уже говорила. Возможно, расходы, связанные с братом или сестрой. Покупка дорогого телефона не по вашим средствам. Много обещаний и разговоры по разным причинам. Могут быть чрезмерные нагрузки у тех, кто связан с транспортом. Часто короткие поездки. С трудом, но сдача на права. Нагрузка от дополнительной работы, связанной с любым видом деятельности, с документооборотом. Бухгалтерия, написание текстов, копирайт. Нагрузки у кого-то своя розница или кто-то работает в рознице. Одним словом, что-то связанное с дополнительной нагрузкой. Четвертый дом. Он отвечает за дом и семью. Здесь выпал король Пентаклей. Это не покупка недвижимости или дачи. Это скорее уже обустройство. Это может быть строительство в процессе, ремонт. Карта очень позитивная и устойчивая в качестве денег. Все, что вы задумали, вы сможете реализовать. Денег хватит. В семье будет все хорошо. Помощь со стороны матери. Пятый дом отвечает за хобби, праздники, подарки, отдых и развлечения. Здесь выпала тройка посохов. Это карта слабого импульса. Чего-то знаменательного карта не показывает. Всего понемногу позитивного. А вот те, кто занимается спекуляцией, трейдингом, будьте осторожны, как бы вам не уйти в минус. В лучшем случае останетесь при своих. Действий много, денег нет. Шестой дом работы, животных и персонала. Карта колесницы. Это карта значимая. Что-то важное для вас будет происходить по этому дому. Возможно, смена работы и скоро. Она даст и рост зарплаты, и перспективу карьеры. Работа, связанная с частыми поездками. Покупка животного. Кто болеет, эта карта означает скорое выздоровление. Карта позитивная и быстрая. Значит, события скоро будут происходить. Возможно, кому-то уже время нанять свой первый персонал, который начнет давать вам прибыль. Какие-то изменения на работе или внутри коллектива. Седьмой дом – это дом партнерства как в личной жизни, так и в бизнесе. Выпала королева посоха. Если в личной жизни, то это указывает, что ваш партнер высокого социального положения или он может этого достигнуть. Может дать мудрый совет, покладистый. На него можно положиться. Обладает очарованием, обаянием, сексуальной привлекательностью. Этот партнер ваш миролюбивый. В бизнесе деловой партнер обладает даром убеждения, напористостью, располагает обширными контактами и знакомствами. Он хозяйственник, ответственный работник, иногда скрупулезный и дотошный. Есть опасность в его желании все контролировать. Восьмой дом. Это дом критических ситуаций, опасности чужих денег, секса и выгоды. Здесь лежит девятка кубков. Кубки – это эмоции. Так что можно предположить, что если вам и дадут кредит, то потому, что вы сможете очаровать клерка. Если вам нужно отдавать, то вы найдете способ, как заплатить или перенести платеж. Карта не показывает ни нервотрепки, ни стресса. Наоборот, все операции будут происходить в позитивной эмоции для вас. Карта позитивная для кредитов и займов.
Также в этом доме показывают позитивные знакомства и встречи. Много секса. Позитивные знакомства, которые вызовут массу бурных эмоций. Возможно, помощь со стороны других людей. Девятый дом. Этот дом отвечает за всю иностранную и учебу в элитных заведениях. Поездка за границу, но только для тех, кто там уже бывал. Обучение на курсах, которые впоследствии дадут хорошую материальную отдачу. Получение какого-то гранта. Бизнес, связанный с таможней, импортом, с иностранными компаниями, франшиза за границей и все, что с этим связано, даст вам хороший доход. Десятый дом – дом карьеры и законодательной власти. Здесь опять выпала денежная карта. Девятка пентаклей предполагает повышение по карьере. Отношения с начальством будут складываться продуктивно. Это дом известности. У кого бизнес, вы проявите себя как отличный руководитель. Это может означать открытие бизнеса. Успех, приумножение накоплений. Ваши деньги и опыт работают на вас. Карта позитивная и прогнозирующая вам позитивный успех. Вы можете поймать птицу удачу. Это ваш год. Только будьте осторожны, как бы все, что вы не заработали, не ушло никуда. Это я говорю о пятерке пентаклей, необдуманные траты, финансовая помощь от отца. Одиннадцатый дом – это дом друзей, надежд и желаний. Если ему противоположный дом пятый связан с заботой о семиминутных наслаждениях, то одиннадцатый дом – это покровительствует долгосрочным мечтам и целям, а также интеллектуальным удовольствием. Этот дом управляет вашим взаимодействием с коллективами и организациями, связанными с работой, профессией и семьей. Его сфера – клубы, общества, политические объединения, к которым вы принадлежите. Этот дом часто указывает на друзей и знакомых, наилучшим образом соответствующих вашим интересам и целям. Одиннадцатый дом отражает вашу способность получать удовольствие от общения. Это дом идеализма и дальновидности. Надежды, мечты и желания также попадают под влияние одиннадцатого дома. И здесь у вас выпала карта старшего аркана «Мир». Это самая лучшая карта в раскладе. Это место, где вы мечтаете о больших целях, которые вы ставите перед собой. Странная связь заключается в том, что чем приятнее окружение, тем больше успехов вы добьетесь в том, о чем мечтаете. Действительно, позитивные вибрации, которые мы получаем от нашей социальной жизни, могут оказать большое влияние на нашу силу и выносливость в борьбе за достижение наших целей. Это карта гармонии и счастья. Значимые события будут происходить по этому дому и для вас в очень позитивном ключе. Эта карта говорит, что вы достигли какого-то потолка в развитии, и вам пора переходить на новый уровень. Это новые друзья через интернет. Кто работает в хай-теке, появятся возможности работы на иностранную компанию. Хорошие перспективы в благотворительных фондах и политике. Фрилансерам лучше искать работу у иностранцев. Очень позитивная и благотворная карта. Символически 12-й дом гороскопа – это коллективное бессознательное. Именно поэтому он связан с тем, что скрыто и спрятано. Это вместилище тайн. У вас выпал старший аркан суд. Какая-то значимая тайна, связанная с вашим родом, для вас откроется. Кто попадет в больницу, предвещает выздоровление. Карта сработает в позитивном ключе для тех, кто играет на бирже. Кто ведет бизнес, вам сигналит: ведите черную бухгалтерию. У вас это прокатит. У кого-то возможны простуды. Хороша торговля антиквариатом, винтажными штучками, стариной. Все это принесет вам хорошую прибыль. Вот мы прошлись по всем домам. Давайте подведем итоги. Самые значимые и судьбоносные события у вас произойдут в сфере работы. Это смена деятельности, переход в другое подразделение. У кого-то смена работы, повышение по карьерной лестнице, отличные отношения с коллективом и начальством, перспектива повышения зарплаты. Деньги будут и неплохие, и возможность заработать у вас будет. Проблема в ваших тратах. Будьте осторожны с расходами. Друзья старые и новые принесут вам позитивные моменты. Здоровье в целом хорошее, как можно судить по раскладу. Но это не персональный расклад, поэтому кто болеет или попадет в больницу, вас ждет позитивная динамика и выздоровление. Общее направление года у вас выражено в материальном ключе или взаимодействии с социумом. Брачный или бизнес-партнер вам помогут и поддержат. Одинокие, вам любовные знакомства обеспечены. Даже будете выбирать из нескольких кандидатов. Ну и не забываем, что у вас туз кубков – главная карта, а значит весь год вы сможете на позитиве справиться со всеми проблемами. Уныние – это не ваш прогноз на следующий год. Не все гладко, а у кого все идеально.
Но в целом очень позитивный прогноз. На этом я буду заканчивать. Желаю вам в следующем году больше позитивных событий. Пусть ваши родные и близкие радуют вас, а вы их. Мира и гармонии в вашем доме. Всем здоровья, дорогие мои девы. С наступающим вас Новым годом! Пусть он принесет вам хорошее настроение, чтобы родные люди оставались с вами. И желаю вам немного волшебства для тех желаний, которые очень важны для вас. Всех обнимаю. Хорошо вам провести праздники. И до встречи в следующем году.